Привет, друг, с тобой Глебовский. Давно не виделись. Еще один Глебс-блог, и самое время поговорить о моей жизни, о планах, чего ждать. Но, как говорится, по всем по порядку. Первым делом начну, как обычно, с моей жизни, что происходит. То есть, как обычно, я работаю на двух должностях, то есть видеограф, педагог-организатор. Первая работа, она по-прежнему по вызову, вторая у меня пока складывается на уровне организации того же медиакружка для детей, но там все упирается, правда, в вот эту корпоративную реальность из-за того, что много от меня там это не то, что прям зависит, многое зависит от других уполномоченных, приходится все это делегировать, ждать лишний раз. Но недавно, например, один раз организовал совместный с привлеченным мной же сисадмином, решал вопрос технического характера. Что-то такое вот я все-таки делаю по своей работе, по новой должности. В конечном итоге, конечно, получаю свой заветный доход. У меня вот месяц был нагруженный, довольно загруженный был делами. То приходилось заканчивать ремонты, то приходилось решать вопрос здоровья родственников, включая даже домашнего питомца. Вот, было много стрессов, было среди близких у меня всякие рода недопонимания, были ссоры, но благо все обходилось. У меня с близкими никогда не бывает прям полной конфронтации. Если у нас возникает какое-то недопонимание, я это недопонимание, в свою очередь, решаю сравнительно быстро, в течение суток или даже еще меньше. В целом как-то стараюсь не забывать, помимо всех этого вопросов, не забывать про саму жизнь, себя как-то иногда баловать, проводить время с близкими, вне заботы. Не перестаю заниматься деятельностью. Ну и, наверное, стоит отметить, что я недавно наконец-то смог получить доступ к одной из новых нейросетей, 42, которая сделала просто вот такой мощный шаг в сторону развития нейросетей в плане видео. Но единственное, что я немножко опоздал, потому что там уже ограничения уже пошли, и там нельзя сгенерировать практически все, что хочешь. Но несмотря на все эти ограничения, все-таки 42 можно пользоваться. Единственное, обидно, что нельзя после этого делать, как раньше, картинки, как в первой ссоре. Там пока только видео делается. Как ни странно. В целом, если говорить в общих чертах насчет жизни, но если говорить про канал, сперва стоит упомянуть то, что недавно у меня объявился первые свои стримы на Кике. Кик считается довольно сейчас спорной платформой, местами даже осуждается на фоне Твича, но мне просто было интересно пробовать форматы, и даже я совместил это дело с 2xCon, это вот онлайн-игра, такая в духе Mortal Kombat, но по вселенной Лиги Легенд, если быть коротко. И вот мы с другом заходили вместе в онлайн и играли так. Но насчет Кика я считаю, что все-таки это отличная возможность, некое разнообразие на фоне Твича, но все-таки Twitch, как я раньше писал, да, вот в Телеграме, я не планировал забрасывать, тем более у меня там Deus Ex Mankind Divided проходится. Deus Ex, как вы знаете, для меня это святое, поэтому так просто отказываться от геймплея я не хочу. Следующее, что стоит упомянуть про канал, это, наверное, GamerStuff. В последнее время он все-таки ожил, хоть на какое-то время, это здорово, особенно на фоне того же XCOM. Опять же, насчет GamerStuff хочу проговорить, что в дальнейшей перспективе GamerStuff допускаю, что он может немножко отойти на второй план, потому что я сам замечаю, я им реже занимаюсь и даже немножко себе даже боюсь признаться в том, что, наверное, все-таки GamerStuff немножко утрачивает свою значимость. Опять же, это не ровно значит, что я вот заброшу, просто в любом случае жизнь течет, что-то становится более актуально, что-то менее, но все равно иногда как-то помонтировать просто для себя, хотя бы чисто в GamerStuff, это всегда приятно. Просто это не всегда означает, что я могу его выложить. Да? Сколько бы я ни вкладывал усилий или даже где-то желание публиковать в конечном итоге. Как раз про Deus Ex Mankind Divided я уже говорил на последнем своем стриме, в конце последнего стрима по Deus Ex. Я сказал, что вероятен еще небольшой мини-отпуск от игры, чтобы слишком много не было Deus Ex, чтобы не переедаться им, делать какие-то паузы, может недели-две. Может в ближайшие дни захочу снова постримить. То есть я делаю как-то интуитивно, но стараться слишком не впрягаться в это дело, не заставлять себя, что это было бы странно. Ну и напоследок насчет канала, наверное, стоит сказать кое-что, что я уже не раз говорил на своем канале в этом году. В жизни может так сложиться, что я буду чаще играть для себя. В любом случае, мне ничто не мешает условно создать новую рубрику, в духе видеообзора,
И может даже немножко форматом в духе геймерстав, то есть какие-то шутки вставлять, все такое. Свой новый формат видеоблога вести по видеоиграм. Может быть, в какой-то момент, в противном случае, я в какой-то момент захочу вовсе играть чисто для себя, и, может быть, я окончательно заброшу чисто формат геймерстафа, но в каком-то видео он все-таки сохранится в видео обзоров по играм, да. То есть, когда я что-то рассказываю, свое мнение, свою позицию, там, что-то, какие-то особенности геймплея просто упоминаю, но в формате какого-то геймерстафа в духе него. Ну вот как-то так по поводу моего канала ситуация обстоит. Вопрос теперь в следующем. Что дальше? Жить дальше. Работать, заниматься тем, что нравится. Если решать какие-то бытовые вопросы и помогать семье тоже. Как бы беречь себя и своих близких. Что бы там ни происходило. Ну а теперь, я думаю, самое время перейти к напутствию. Человек всегда будет так или иначе один. Рано или поздно он может даже почувствовать навязчивое чувство одиночества, даже не просто на фоне уединения себя ощутить, но и ощутить что-то внутри, что-то такое, что иногда даже кричит о внимании, о заботе. Но именно что человек, он всегда один, в конечном итоге. И важно уметь быть и с людьми, и быть самим собой. С самим собой и самим собой. И да, бывает так, что... Ну, даже я один раз подходил, знакомые вот эти друзья, и как-то они не очень особо тянулись ко мне пообщаться. Казалось, даже что они немножко как будто с избеганием подошли ко мне. Ну, я не обижаюсь, по большому счету, по крайней мере, вообще нет. Никак не чувствую. Но я довольствуюсь своей собственной компанией. Ну, а еще, я думаю, на этом фоне второе напутствие дать, это старайтесь особо ничего такого в жизни не ждать. Например, в плане фестиваля не ждать, что какие-то мотивы раньше повторятся, что какие-то будут новые знакомства, новые истории. Как говорил еще Карл Юнг, чем больше ты чего-то хочешь, тем больше шансов, что ты этого можешь не получить. И наоборот, чем меньше ты чего-то ждешь, желаешь, тем больше вероятность, что это может произойти. Поэтому важно быть самим собой и ориентироваться на то, что зависит от тебя, то, что ты даришь. Не когда ты имеешь вновь и вновь, а когда ты есть. Не когда ты хочешь компанию найти, а когда ты сам представляешь из себя человека, компании, даже если ты один. Это одна из тех самых истин, о которых многие забывают или даже не слышат. Жизнь – это промежуточное состояние между светом и тьмой. Но для творческого человека это цветовая палитра. Ибо для него помимо оттенков жизни есть еще и цвета. И он этими цветами красит жизнь. Делает жизнь такой, какой она заслуживает быть. Так же, как и то, чем заслужено быть наша Вселенная. Необъятной красотой вечной. И я вместе с ним. Кое-что еще насчет напутствий. Как вести себя посреди давящей рутины? Да, порой случается, что жизнь просто выливает на нас целый ком дел, задач, и даже доходит до сильных разногласий с близкими, но все равно главное — это признавать свои чувства, страхи, ошибки, принимать то, что происходит со стороны наших близких, и ответственно подходить к вызовам жизни, не боясь совмещать с тем, что приносит радость и удовольствие. Хотя бы условные полчаса-час в день под вечер проводить в отдыхе. Все то, что нас изо дня в день изнуряет, оно рано или поздно заканчивается. Но когда шторм еще не утихает, самое главное — не дать своему кораблю утонуть и не давать ему при этом раскачиваться. Одним словом, важно не забывать делать то, что в наших силах, потому как остальное становится даже более чем по силам. Даже более чем по силам. Вот такой получился новый Глебс блог. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока.